Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Молодец». Я ваш ведущий Андрей, и со мной, как всегда, моя соведущая Катя. Hi everyone, Katie here. Подкаст «Молодец» — это увлекательная программа учения английского языка и одновременно дает шанс узнать больше об американской культуре. That's right. Every week we will talk about a new subject. We will be speaking both in Russian and in English, and we'll be exploring many topics, big and small, about American culture. Привет, Катя! Как у тебя сегодня дела? Fantastic. Thank you for asking. I'm so excited to get started today. Ну, прекрасно. Приступим. What are we talking about? На этой неделе текст «Молодец» обсуждает путешествие Зоры Нил Херстон. Oh, fabulous. I love her books. Me too. Зора Нил Херстон была американской писательницей, антропологом и фольклористом. Она родилась в Алабаме в 1891 году. Зора училась в Харварде и Барнарде. Она была известна своими исследованиями афроамериканской культуры и фольклора в Южной Америке и Карибах. Она путешествовала по многим странам, включая Кубу, Доминиканскую Республику, Гаити и Бразилию. Зора написала много книг и статей, в том числе «Their eyes were watching God». Она является важным представителем афроамериканской культуры, литературы в Америке. Yeah, she was a fantastic, important American author. But I think her work in anthropology is so interesting, especially with lesser-known cultures in the United States. Да, она была потрясающим антропологом. А какие группы, которые она изучала в США, вас заинтересовали самое больше? Zora studied the Gullah people, an African-American community living on islands off of Georgia and South Carolina. О, я не знал о народе Гула, афроамериканском сообществе, живущем на островах, недалеко от Джорджии и Южной Каролины. Это очень интересно. The Gullah people are descendants of enslaved American people who were brought to the United States to work on rice and cotton plantations. The isolation of the islands allowed the Gullah people to develop their own unique language, culture, and traditions. Итак, значит, люди Гула – потомки рабов афроамериканцев, которых привезли в Соединенные Штаты для работы на рисовых и хлопковых плантациях. Понятно. Думаю, я узнал о них. У народа Гула богатая и яркая культура, глубоко уходшая корнями в африканское наследие. Их язык Гула представляет собой креольский язык, который развился из смеси английского и различных языков Западной и Центральной Африки. Люди Гула также известны своей уникальной кухней. Right. The Gullah people are also known for their unique cuisine, including dishes such as gumbo, okra soup, and red rice. Do you know what gumbo is? Нет, но ты же знаешь, мне всегда приятно слышать о хорошей еде. Oh, I love it. Gumbo is a type of thick soup. Typically, it has sausage and seafood, as well as vegetables like bell peppers and onions, but definitely it has okra. And gumbo is often served over rice. It's usually spicy, and there are many variations, but it's always popular in the United States. Понятно, значит, гамбо – это тип густого супа, обычно в него входит колбаса и морепродукты, вкусно, а также овощи. Подается с рисом и обычно острый, это вкусно. Also, music and dance are a really important part of Gullah culture, with traditional dances still performed today. The Gullah people have a rich tradition of storytelling, with stories passed down orally from generation to generation. Понятно. Значит, народ Гула также имеет богатые традиции рассказывания историй, которые передаются устно из поколения в поколение. Ага. Смогли ли они сохранить эти традиции и свою, как сказать, идентичность на протяжении поколений? Despite facing significant challenges and discrimination over the years,
the Gullah people have maintained their cultural identity and continue to celebrate and honor their heritage. Zora's work was instrumental in raising awareness of the Gullah culture and helping to preserve their unique traditions and stories for future generations. Это очень здорово, что работа Зоры сыграла важную роль в повышении и осведомлении культуры Гула и помогла как бы сохранить их уникальные традиции и истории для будущих поколений. Это прекрасно. Zora's studies of the Gullah people were groundbreaking in how they helped to document the culture and traditions of a community that was often overlooked and marginalized. She conducted extensive interviews with members of the community and documented their stories, songs, and beliefs. Do you know the word groundbreaking? Да, groundbreaking, когда что-то новое открывают или изучают, то, что действительно меняет в положительную сторону течь или истории, или науки. Это понятно. И Зора, безусловно, была groundbreaking в том, что она делала. Это, конечно, да. Zora also traveled through the Caribbean and South America to conduct research for her writing and anthropological work. During her travels, she collected folk tales, songs, and other cultural artifacts, which she later used in her writing. Да, мне нужно больше прочитать о Зоре. You can read her autobiography. It's called Dust Tracks on a Road. It was published in 1942, and it's considered one of her best books. The book outlines her whole life from her childhood in Florida, in one of the first all-Black towns in the United States, through her experiences in university and her travels to the United States and the Caribbean. It also explores her ideas about race, culture, and identity. It's a really important contribution to African American literature and history. Итак, это, значит, книжка о ее действии в Итонвилле. Это город, штат во Флориде, и один из первых полностью черных городов в Соединенных Штатах. И о ее путешествиях по Соединенным Штатам и странам Карибского региона, и ее представлениях о расе и разных людях, которые там жили. Это звучит как отличная книга. Я обязательно ее прочитаю. Но, Катя, Да. прежде чем я прочитаю книгу, ты пойдешь со мной съесть немного гамбо? Hi, of course. I love gumbo. Great job today, listeners. Until next week. Как всегда, если вы хотите прочитать остальную часть истории о Зоре, зайдите на сайт www.molodets.com. Там вы найдете полную историю и практические упражнения, а также дополнительную грамматику, словарный запас и видео. Программа «Молодец» финансируется Госдепартаментом США и была создана Международным женским ресурсным центром в Калифорнии. По-английски The International Women's Resource Center. Узнайте больше об организации на их веб-сайте. И, как всегда, до следующей встречи, друзья! Soundstripe.